срочное обращение Макрона. Франция готова отправить войска в Украину и против перемирия. Что французский президент сказал о Путине? Зеленский был услышан. Белый дом делает первое официальное заявление о военной помощи Киеву и проводит телефонные переговоры с Банковой. О чем договорились? Детали. ВСУ лишены возможности наносить дальнобойные удары по России. Детали решения Трампа. Лукашенко жалеет Зеленского и ждет американского президента в гости. Из Минска и Москвы отправили сигналы в Киев. Актуальная тема. Мир возобновляет поиски пассажирского самолета, который бесследно исчез с 3 сотнями пассажиров еще 11 лет назад. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Итак, Макрон выступает против перемирия в Украине, а именно к этому уже готов Зеленский. Накануне в своем письме к Трампу он писал о немедленном перемирии в небе и на воде. Президент Франции считает, что мир не может быть построен любой ценой и под российским диктатом, и не может быть капитуляции Украины. В целом, Макрон достаточно большое количество времени посвятил угрозе со стороны РФ. При этом Франция выступает за размещение европейских войск в Украине, ведь эти силы не пойдут воевать на передовую, но будут там, как только будет подписан полноценный мирный договор, чтобы гарантировать его полное соблюдение. Уже на следующей неделе Франция собирает начальников штабов стран, которые готовы гарантировать будущий мир в Украине, говорит Макрон в обращении к нации. С первого дня мы решили поддержать Украину и ввести санкции против России. И мы поступили правильно, потому что не только украинский народ мужественно борется за свою свободу, но и наша безопасность также находится под угрозой. Да, если страна может безнаказанно вторгнуться на территорию своего соседа в Европе, то никто больше не может быть ни в чем уверен. Действует принцип выживания сильнейших. И мир больше не может быть гарантирован даже на нашем континенте. А у Вашингтона тем временем свои планы. Там до сих пор обсуждают извинения без извинения Зеленского, в частности его пост в Твиттере, где он говорил, что готов к миру и готов работать под сильной рукой Трампа. Мировые СМИ обсуждали вот эту реакцию американского президента. Давайте послушаем. Я получил важное письмо от президента Украины Зеленского. В письме говорится, что Украина готова сесть за стол переговоров как можно скорее, чтобы приблизить установление прочного мира. «Никто не хочет мира больше, чем украинцы», — сказал он. «Я и моя команда готовы работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира. Мы действительно ценим то, как много Америка сделала, чтобы помочь Украине сохранить свой суверенитет и независимость. Что касается соглашения о полезных ископаемых и безопасности, то Украина готова подписать его в любое удобное для вас время. Я ценю, что он отправил это письмо и получил его совсем недавно. Одновременно мы провели серьезные переговоры с Россией и получили убедительные сигналы о том, что они готовы к миру. Разве это не прекрасно?» В Белом доме также заявили, что заявление с Банковой – это позитивный шаг вперед. Появилось и новое заявление о приостановке военной помощи. Сигнал интересный. Давайте послушаем. Совет национальной безопасности сообщил мне по этому поводу вот что. Они приостановили финансирование и пересматривают это финансирование Украины. Что касается вопросов разведки, я бы также направила вас либо в Совет национальной безопасности, либо в ЦРУ. Западная пресса пишет, что Вашингтон лишил Украину части разведданных. США прервали ключевой канал для работы «Хаймарс» в Украине. Об этом сообщил представитель издания The Economist. Это означает, что теперь ВСУ не получают данные о целях и информацию в реальном времени для дальних ударов. Украина лишилась тех данных, которые были нужны для дальнобойных ударов по территории России. Мировые издания также уточняют, что самолеты США с вооружением для Киева развернули прямо в воздухе после приказа Трампа о приостановке военной помощи. Но и в США, и в Киеве намекают, ситуация уже вот-вот может измениться. Советник по нацбезопасности США провел переговоры с помощником Зеленского Ермаком. Киев идет на условия. Мы сделали шаг назад и делаем паузу, чтобы проанализировать все аспекты этих отношений. Но перед тем,
как выйти сюда, я только что разговаривал по телефону со своим коллегой, советником по национальной безопасности Украины. У нас идут хорошие переговоры о месте проведения следующего раунда переговоров между нашими делегациями по существу. Итак, всего за последние 24 часа, прошедшие с момента публичного заявления Зеленского, и в ходе этих последующих бесед, которые я собираюсь продолжить, я думаю, мы очень скоро увидим движение. Зеленский после своих постов, которые были адресованы и Трампу, и частично Путину в плане перемирия в воздухе и на воде, сделал новое заявление. Во-первых, готовится новый план для первых шагов по достижению мира. Во-вторых, встреча Украины и США по переговорам о мире может состояться уже на следующей неделе. Давайте послушаем. Сегодня наши команды Украины и Соединенных Штатов Америки начали работать над встречей. Говорили Андрей Ермак и Майкл Уолтс. Есть положительное движение. Надеемся на первые результаты на следующей неделе. И должны возобновить движение также на европейском направлении. То, что касается нашей евроинтеграции, а именно кластеров в процессе переговоров о вступлении. Кремль отреагировал на заявление Зеленского, там оценили положительно действия Киева, но намекнули, что Зеленский до сих пор не отменил свой запрет на прямые переговоры с Путиным. Положительно. Вопрос, с кем сесть, пока по-прежнему сохраняется правовой запрет президенту Украины вести переговоры с российской стороной. Поэтому в целом подход положительный, но нюансы пока не меняются. А еще в Кремле не против, если встреча Зеленского, Трампа и Путина пройдет в Минске. В Москве заявили, что Беларусь главный союзник, поэтому этот вариант неплох. Напомню, что в Минск 3 президентов приглашает Лукашенко. Тот дал большое интервью человеку Илона Маска, блогеру Марио Нафалю. Лукашенко заявил, что относился к Зеленскому как к своему сыну, но ему его теперь жаль. Мне его тоже жаль. Но в политике этого не бывает. Потому что ты отвечаешь за свой народ, за свое государство. Твоя политика привела к разрушению этого государства и к обнищанию этого народа, которому ты что-то обещал. Лукашенко при этом не упоминает, что в феврале 2022 года он позволил российским войскам зайти в Украину со своей территории. Каковы были разрушения и сколько погибло мирных граждан северных областей страны, Лукашенко тоже не назвал. Что думаете о всех событиях и заявлениях политиков? Что и кому хотели бы сказать лично, если бы имели такую возможность? Напишите свои варианты в комментариях. Мир пытается раскрыть тайну загадочного исчезновения самолета MH370. Вот уже 11 лет нет никакой информации о том, где может быть этот самолет. Теперь же поиски возобновляются, и тем самым загадка рейса MH370 снова выходит на первый план. Министр транспорта Малайзии Энтони Локе уже официально заявил, что были даны все разрешения на возобновление поисков. На этот раз исследовательская компания Ocean Infinity отправляет свои корабли в южную часть Индийского океана, туда, где, возможно, скрываются ответы на главную авиационную загадку века. Напомню, 8 марта 2014 года Boeing 777, на борту которого находилось 239 человек, вылетел из Куала-Лумпура в Пекин и бесследно исчез. Предположительно, самолет пролетел еще 7 часов после потери связи, а затем рухнул в океан. Но ни одной ключевой улики о том, что же на самом деле произошло, так и не нашли. Первая масштабная операция по поиску MH370 длилась 52 дня и стоила $150 миллионов, но не принесла результата. Теперь новая поисковая миссия будет основана на принципе «не нашли, не платите». Напомню, что на борту в основном были граждане Китая, но также были и представители европейских стран. Кроме того, пропавшими без вести считаются 2 пассажира из Украины и 1 из России. Они тоже были на этом рейсе. Как считаете, смогут ли современные технологии раскрыть тайну спустя 11 лет после трагедии? Пишите в комментариях. Ученые создают шерстистых мышей и готовятся воскресить мамонта. Генная инженерия выходит на новый уровень. Компания Colossal Biosciences из США представила первых в мире шерстистых мышей.
Эти грызуны получились с помощью редактирования генов, и теперь у них золотистая шерсть, они устойчивы к холоду. 38 мышей уже родились и чувствуют себя отлично. Ученые уверены, что это только начало, и скоро человечество увидит возвращение легендарных доисторических животных, мамонтов, тасманийских тигров и даже дронтовых. Вы знаете, мы возвращаем этот вид, потому что, если мы ничего не предпримем, мы можем потерять до 50% всего биоразнообразия в период до 2050 года. Мы знаем, что современная охрана природы работает, но не работает с той скоростью, с которой мы меняем окружающую среду, уничтожаем виды и места обитания животных. Мы меняем окружающий нас мир, планету гораздо быстрее, чем природа способна эволюционировать и адаптироваться. Так ведь? Поэтому нам нужны новые инструменты и технологии. И мы считаем, что лучше иметь набор инструментов для борьбы с вымиранием и не нуждаться в нем, чем нуждаться в наборе инструментов для борьбы с вымиранием и не иметь его. Друзья, ну что, мамонты и другие уже вымершие виды животных на подходе. Как вам такие технологии? В Барселоне представили самый тонкий смартфон в мире. Выставка МВЦ 2025 взорвала мир технологий. Один из брендов представил ультратонкий телефон. Говорят, что тоньше привычных смартфонов айфона и самсунга. Кроме того, мир взрывают и очки с искусственным интеллектом. Можно отвечать на звонки, проверять сообщения и даже переводить тексты в реальном времени. Без рук и без смартфона. Разработчики уверяют, что очки сделают эту работу за вас. Компания представила еще и очень тонкий ноутбук. Что думаете о таких разработках? Это важно, либо просто очередная показуха и способ заработать на любителях трендов и хайпа? Обращаете ли вы внимание на толщину своих смартфонов? Напишите свои ответы под этим видео. Больше новостей за неделю собраны в плейлист. Если что-то упустили, переходите и смотрите. Спасибо, что досмотрели этот выпуск. Если хотите, чтобы это видео увидело больше людей, расскажите об этом канале своим друзьям. Хотите помочь? Оформите спонсорство или нажмите «Спасибо». Любая поддержка важна. До встречи.